Всем доброй ночи. Материнство. Материнство приходит каждой женщине по-своему. У кого-то из них это случайная связь. Ребенок изначально не запланированный, но после очень желанный и любимый. А для кого-то материнство – это мечта всей ее жизни. Казалось бы, самая простая функция для женщины – это родить ребенка. Однако, к сожалению, не всем женщинам это дано. Не всегда в этом виновата физиология женщины. Чаще всего разум. Женщина, которая пьет и у которой беспорядочные половые связи, она не переживает о том, как родит ребенка, кем этот ребенок станет, оправдает ли она ожидания Вселенной, сможет ли стать достойной матерью. Она боится родить ребенка в этом жестоком мире. А выживет ли ее ребенок? А что будет с ним? А вдруг она не доживет до старости, не сможет обеспечить своему ребенку достойную жизнь? Тысячи мыслей. И хотя она подсознательно хочет родить ребенка, но другая часть ее подсознания закрывает, не дает ей воспроизвести ребенка на свет. Почему? Потому что у нее слишком много страхов, а наше подсознание нас слышит. Многие женщины, отчаявшиеся родить ребенка, берут ребенка из детского дома. И через некоторое время они рождают своего. Таких случаев очень много. Почему так происходит? Потому что подсознание женщины учится быть матерью. У нее пропадает страх. Она с этим ребенком оправдала свои надежды. Она смогла быть матерью. И у нее больше нету страха по поводу того, справится она или нет. И тогда подсознание расслабляется и дает команду телу забеременеть и родить. Таких случаев огромное количество. Вот жили муж с женой там 20 лет почти, не могли родить своего ребенка, взяли из детского дома. И как только взяли ребенка с детского дома, через года-два она забеременела и родила своего ребенка. К сожалению, есть случаи, когда, рождая своего ребенка, они начинают плохо относиться к приемному ребенку, некоторые и возвращают обратно. Увы. Естественно, так делать нельзя. Это точно так же ваш ребенок, как и тот, который родился от вас с мужем. Это точно такой же ваш ребенок, а может даже больше, чем ваш родной ребенок, потому что вы сумели полюбить чужого ребенка. А это значит, что он ваш ребенок по судьбе, если не по физиологии. Есть варианты проще. Может, это дико прозвучит, но я вам озвучу. Заведите собаку или кошку. Но лучше собаку. От собаки исходит больше вот этих флюидов любви и заботы. Женщины, которые занимаются ответственной работой, у которых мало времени, которые боятся не справиться со своими материнскими обязанностями, заведите собаку. И когда вы поймете, что вы можете вполне нести ответственность за живое создание, что вы справляетесь, что вы вовремя кормите, выгуливаете, любите, дарите тепло, ваше подсознание точно так же расслабится. Через некоторое время вы забеременеете, родите. Вся проблема в подсознании. Если женщина ходит по врачам, и ей говорят, что у тебя физиологических проблем нет, и муж проверяется, и у него точно так же
и не могут понять, почему, в чем причина, что она не может зачать ребенка, я вам объясняю. Это подсознание вам запрещает вашему организму родить. Вот почему многие методики похудения сводятся к тому, что прежде чем есть еду, то есть поглощая эту еду, поглощайте ее глазами, смотрите на эту еду. Постоянно смотрите. Некоторые думают, что повара, которые работают в ресторанах, они должны быть огромных размеров. А я вам скажу, что совершенно не так. Большинство поваров, которых я знаю, это миниатюрные люди. Даже не худые, они миниатюрные. Почему? Они насыщаются, наедаются ароматом еды, видом еды. Когда весь день смотришь на это, ты наедаешься. Психологически тебе уже нет желания это все есть. Почему говорят, никогда голодными не ходите в магазин покупать еду? Потому что вы наберете столько сумок, сколько вам не нужно. Поскольку вы хотите есть, и все, что вы видите, вам нравится. Вам кажется, что вот это бы я тоже съела, и это бы съела. И вы набираете столько продуктов, сколько вам не нужно для использования. В итоге эти продукты окажутся в мусорном баке. То есть все, что в нашей жизни происходит, ну, всем, в принципе, рулит наше подсознание. Так что, дорогие женщины, если у вас есть проблемы с деторождением, но у вас нет физиологических проблем, значит, ваше подсознание не дает вам родить ребенка. Значит, вам придется взять либо собаку для того, чтобы начать ухаживать и понимать, что вы справляетесь с живым существом, и ничего такого тут нет. Либо ребенка. Сравнение может плохое, но почти одинаковое. Дарить любовь, нести ответственность. Вот что нужно женщине. Почему мы говорим, почему вот эта алкашка рожает 5-6 штук и нормально? Да потому что она не боится ничего. Она знает, что государство покормит. Ну, в конце концов, детский дом сдам. Ну, заберут, не оставят же люди на улице. Ну, куда-нибудь в интернет, ой, в интернат дадут. Ну, куда-нибудь отвезут. И в конце концов, ей плевать вообще на этих детей. Она их рожает для пособия. То есть она не переживает. У нее подсознание не запрещает ее телу родить, потому что она совершенно не боится нести какую-то ответственность. А вдруг я не справлюсь, а вдруг я справлюсь. Ей вообще все равно. У нее расслабленное подсознание. Поэтому у нее, извиняюсь за выражение, передок воспроизводит сколько угодно. И совершенно не переживает насчет судьбы этих детей, и куда они пойдут, и как они будут жить. Понимаете, почему? А если ты разумная женщина, ты боишься. Ты боишься не справиться. А вдруг я не справлюсь? А если я не смогу столько заработать, сколько нужно? А если я не смогу с ребенком зарабатывать? А если я мало проживу, и ребенок останется на этой земле? Поверьте мне, у каждой нормальной, адекватной женщины есть такие вопросы. Неважно, могут они родить или у них не получается долго родить, у них у всех есть эти вопросы. Мы все боимся. Я, когда родила своего ребенка, у меня постоянно была паника. А вдруг меня завтра не станет? А что с моим ребенком случится? Я понимала, что если со мной что-нибудь не то мои родители его не оставят. Но все равно у меня был жуткий страх. Пока он маленький, а вдруг что-нибудь со мной случится? Я спешила, чтобы он быстрее вырос. Вот это звучит, может, смешно. Я торопилась, чтобы он вырос быстрее, чтобы вдруг в маленьком возрасте он куда-нибудь не пошел, чтобы он где-нибудь не пропал, потому что он малыш, мало ли что всякое случается. Один раз в жизни был такой случай, и от меня долго скрывали. Когда я узнала, у меня чуть инфаркт не случился. Оказывается, что мама моя отвлеклась, и она подметала двор, оставила ворота открытыми, пошла за совком, что ли, что-то там забирать, одним словом. И мой ребенок, сколько ему, 3 года, что ли, вот примерно так. И он вышел, этот маленький колобочек, и пошел.
И причем он шел и оглядывался. Он понимал, что за ним могут прийти. То есть он понимал, что он делает нехорошее дело. И соседи, когда говорили, что шел ребенок и все время оглядывался, чтобы не успели его поймать. И он убежал. И мама моя в ужасе, в слезах выскочила, начала искать. У меня сестра работала тогда на скорой. Они проезжали там на какой-то вызов, и увидела она с окна, что мама моя идет, значит, в сторону центра города. У нас там маленький городок. Она вышла, спросила, что случилось. Они начали вдвоем искать. Одним словом, ребенка забрали в то время еще милицию. То есть увидели люди, что маленький ребенок бежит, его забрали в милицию. И пытались спросить у него, где его дом, где он живет. Но, естественно, ничего не поняли. Потом наша родня узнала, как, чего, пошли, и мама моя зашла в слезах там и все такое. То есть, понимаете, они боялись мне сказать, что если я узнаю, мне станет плохо. Потому что, вот представьте, бывают такие случаи, и дети пропадают. И детей не находят. И человек просто, всю свою жизнь живет так. Я даже жизнью бы это не назвала. Потому что ты не знаешь, жив он, что с ним. Может, его мучают, может, его взяли в хорошую семью. Вы представляете, с этим жить? И, конечно, каждый адекватный, нормальный человек для того, чтобы родить ребенка, все время мучает себя этими мыслями. Я раньше думала, что это только у меня такие мысли, что я все примеряю к своему ребенку. Я вижу такие страшные кадры, я представляю, что чувствуют родители, которые своего ребенка увидели в таком положении. Понимаете, даже взрослый парень, ты все время боишься. Возвращайся пораньше, не ходи по темным улочкам, всякие нелюди ходят на земле и так далее. То есть нормальный человек, адекватная женщина, та, которая способна быть матерью, она все время переживает и боится. И еще до рождения ребенка, и до того, как собирается стать матерью, и после, как рождает ребенка. Мы всю свою жизнь, когда я родила, мне принесли его, отдали, и вот наша докторша, она сказала, все, вот теперь до конца твоей жизни ты за него несешь ответственность. Это ты раньше была такая вся принцесса, теперь ты его Золушка. Никуда не денешься. Вот это всю твою жизнь этот ребенок будет занимать. А у некоторых их несколько. То есть, понимаете, почему у матери всегда всю жизнь есть страх за ребенка, постоянный страх. А у женщин с низкой социальной ответственностью, мягко выражаясь, у них нет этого страха, им плевать совершенно. Некоторые даже не помнят, сколько родили, от кого родили, куда, чего сбагрили. То есть их подсознание им ничего не запрещает. Вот они рожают и воспроизводят без счета, потому что им бояться некого и нечего. А нормальная женщина думает, у нее тысячи страхов. Вот ее подсознание ей запрещает родить. Я надеюсь, что поняли, почему это идет, откуда это идет. Это идет от благородства. Чем достойнее человек, чем более адекватный, тем меньше у него детей, а у некоторых и вообще их нету. Итак, предположим, женщина преодолела все эти страхи и забеременела. Эти страхи могут одолеть ее плод в чреве. И такое возможно, что точно так же эти страхи, эти внутренние противоречия, борьба с собой могут привести к тому, что ребенок не родится. То есть может случиться выкидыш, отторжение плода. Ну и кроме этого могут быть и физиологические проблемы. Скажем так, есть такое понятие, как холодная матка. Это когда кровообращение слабое, это когда сокращение недостаточно сильное, чтобы сохранить ребенка. Именно поэтому многие женщины ложатся на сохранение. Это они просто
мало двигаются, и, естественно, им делают определенные процедуры и прочее, то есть сохранять плод. Дома это практически невозможно, потому что семья, дом, как бы там ни было, в любом случае она будет вставать. Не может женщина сидеть дома. Она все равно скажет, ну, ничего не будет, сейчас вот там приберусь, тут немного поглажу, там постираю, и обязательно случится непоправимое. Много причин. В древние времена женщины ходили к ведьмам для того, чтобы сохранить и выносить и родить ребенка. Вообще беременность, роды – это особая вообще такая вот часть жизни женщины. И у меня не зря есть оберег для беременных, чтобы они родили ребенка легко. Кстати, многим помогло. Мне лично в беременные месяцы помогла женщина, тоже владеющая силой. И она научила меня кое-чему. Потом пригодится как-нибудь, может, поделюсь. У меня на нервной почве тоже, называется, спустился плод ниже. И она поднимала определенными словами. 3 раза я была у нее. Старенькая бабушка, уже ее наверняка нет в живых. И тогда-то было уже 80 с чем-то. Уже прошло 18 лет почти. И она сказала кое-какие вещи, то есть поделилась секретом. Наверное, посчитала нужным со мной поделиться. Однако я хочу подарить вам заговор на основе древних знаний ведьм, который поможет беременным женщинам оберегать свой плод в чреве и родить ребенка. И хочу еще раз сказать для людей, у которых просто странные какие-то представления о мире, когда мне пишут: оберег на беременных могу я прочитать за дочку. Но если ты беременна, прочитай. Или могу я прочитать, там, родить ребенка, вот, провести ритуал вместо дочери. Я сказала, если вы собираетесь от зятя родить, то проводите. Обижаются. А что обижаться, если мозга нет? Как можно вообще... Оберег можно прочитать на беременную? У меня дочь беременна, вот я прочитаю за нее. А вот у меня голова болит. Можно мои соседи выпьют таблетку, чтобы у меня головная боль прошла? Вы вообще в своем уме? Вы в своем уме? Или, знаете, даже насчет вот остановите онкологию, они мне пишут, можно я вот вместо там сделаю близкого, родного, не знаю, знакомого, они далеко живут, я вместо них. Я говорю, а вы болеете? Нет. Так вы хотите привлечь эту болезнь или как вообще понимать? Нет, ну я вот вместо них хотела бы провести. У вас с головой все нормально, нет? Вот как разговаривать с такими людьми, скажите мне. Беременная женщина сама читает оберег на свой плод. Читает раз в неделю. До того момента, пока ребенок не родится. Если у вас большая вероятность выкидыша, потери ребенка, если у вас физиология не позволяет родить, если вам приходится лежать на сохранении, если у вас есть угроза выкидыша и так далее. Начитывайте. Я уже говорила об этом, не буду повторяться, что вода обладает памятью. Вода запоминает информацию. Не просто так читали на воду, когда начитывали, например, для здоровья, для долголетия и так далее. Для того, чтобы вывести из организма всякое там ненужное, да, начитывали на воду. Купая ребенка, начитывали на воду, как вода, ты смываешь свои берега, так, чтобы смыла там, унесла такие-то, такие-то от такого-то человека. Вода обладает памятью. Поэтому обращаются именно к стихии воды. Вы пьете воду, эта вода идет внутрь вас и помогает вашему ребенку. То есть
запоминает, что вам нужно, и идет оберегать ваш плод. Поскольку вода всегда, да и вообще любая стихия персонализировалась, то есть ей уже забыла, ей давали название, имя, как нечто такому одушевленному. Поэтому чаще повторяющиеся имена, которые относятся к воде, это Маримьяна, Марьяна, Татьяна, Ульяна. Вот эти имена используются чаще всего при обращении к воде. Струя Татьяна, вода Марьяна и так далее, волна Ульяна. Начитывайте на воду 4 раза, поворачиваясь на все 4 стороны света. По одному разу читайте. Неважно, там против часовой стрелки, по часовой, здесь не имеет никакого значения особо. Но я неправильно сейчас руку показала, нужно держать левой рукой. Почему левая рука чаще всего, да, фигурирует в заговорах и так далее? Левая – это сторона сердца, идущая от сердца. Считается, что левая сторона отвечает за нашу силу духа, да, за подсознание, за силу души и так далее. Левая. Поэтому левая сторона, она чувствует от души, от сердца, от подсознания. Все эта информация идет сразу сюда, держа левой рукой. 1 раз прочитали, повернулись на эту сторону, еще раз 4 раза. После чего залпом эту воду выпейте. Ну, наберите столько, сколько надо. Возьмите 100 грамм, 200, не знаю, сколько вам нужно воды, чтобы сразу выпить. И ваш ребенок доживет до своего срока, вырастет там, то есть дорастет, и родится тогда, когда нужно. Единственный есть минус, что этот заговор может так укрепить плод, что ребенок может сам не родиться и придется кесарить. Не обязательно, чтобы так случилось, но это возможно. Поэтому я вас предупреждаю. Потому что, то есть он так закрепится там, что придется искусственным образом вызывать роды. Это знаете. Но это, наверное, та самая жертва, которую вы должны платить за то, чтобы стать матерью. Выбирать вам. Если уж вы совсем не согласны с этим, ну, значит, надейтесь на авось. Авось пронесет, и вы родите ребенка. А если вы согласны все же на кесарево сечение и лишь бы родить ребенка, то проведите. Это не обязательно, не факт. То есть женщины, которые я дала этот ритуал, их было 3 женщины. 2 родили сами, 1 пришлось делать кесарево. И врач сказал, что он так укрепился хорошо, даже на удивление. Но, к сожалению, вот вы не можете уже самостоятельно родить. Там слишком уж мышцы закрепились, прям каменные стали. Не получится родить, придется кесарить. Она говорит, я не против. Она 12 лет мечтала о ребенке, ей было пофигу, извиняюсь за выражение. Как там родиться, что лишь бы был ребенок. Потому что у нее таких моментов было 7-8 раз. Они ходили искусственно оплодотворение, ничего только не делали. Не получалось ни в какую. Сначала я ей помогла забеременеть, потом уже помогла сохранить этого ребенка и родить. И поэтому для нее это было уже не так важно. Восстановилась, нормально живет. Так что учтите, друзья мои, такое существует вот в этом ритуале. Это та самая цена, которую нужно платить. Наверное, я так думаю. Итак, начнем. Да, некоторые скажут, а как вообще откупаться? Все-таки силы дают. И, наверное, знаете, есть ритуалы, в которых обязательно нужно откупаться. Так надо, чтобы оно сработало. Но вообще-то я считаю, что каждый достойный человек, если у него срабатывает, он каким-то образом откупается и благодарит. Уж тем более, если человек боится родить ребенка, то есть не получается никак, и тут ему дают такой ритуал, который помогает родить, простой и как бы несложный, да? Я думаю, что
нормальный, адекватный человек, не надо ему говорить, что после этого благодари. Захочет, поблагодарит, нет, значит, и его право. Здесь не говорится об этом. Это по желанию. Итак, начнем. Ну, вы левой рукой, я правой вот так вот покажу вам. Вода водица, кровная сестрица, Ульяна, Маримьяна и их сестра Татьяна. Через меня подите, до чрева моего дойдите, плод мой заклинаю, во чреве оберегаю, сиди там до самого срока своего. Раньше на свет богов не ходи. Вода тебя укрепляет, а материнское сердце благословляет. Крепко ухватись, расти и крепись, и по сроку ко мне из чрева явись. Как правда то, что солнце в небе, вода в океане, плод моего чрева крепок во мне. Дитя, живи, родись здоровым под счастливой звездой. Да будет так и так будет. С нами сила богинь прибудет. Их материнская длань над нашими головами заклята. Еще раз. Вода водица, кровная сестрица, Ульяна, Маримьяна и их сестра Татьяна. Через меня подите, до чрева моего дойдите, плод мой заклинаю, во чреве оберегаю, сиди там до самого срока своего. Раньше на свет богов не ходи. Вода тебя укрепляет, а материнское сердце благословляет. Крепко ухватись, расти и крепись, и по сроку ко мне из чрева явись. Как правда то, что солнце в небе, вода в океане, плод моего чрева крепок во мне. Дитя, живи, родись здоровым, под счастливой звездой. Да будет так, и так будет. С нами сила богинь прибудет, их материнская длань над нашими головами заклята. Вода водица, кровная сестрица, Ульяна, Маримьяна, их сестра Татьяна. Через меня подите, до чрева моего дойдите, плод мой заклинаю, во чреве оберегаю, сиди там до самого срока своего. Раньше на свет богов не ходи. Вода тебя укрепляет, а материнское сердце благословляет. Крепко ухватись, расти и крепись, и по сроку ко мне из чрева явись. Как правда то, что солнце в небе, вода в океане, плод моего чрева крепок во мне. Дитя, живи, родись здоровым, под счастливой звездой. Да будет так, и так будет. С нами сила богинь прибудет, их материнская длань над нашими головами заклята. Вода водица, кровная сестрица, Ульяна, Маримьяна, их сестра Татьяна. Через меня подите, до чрева моего дойдите, плод мой заклинаю, во чреве оберегаю, сиди там до самого срока своего. Раньше на свет богов не ходи. Вода тебя укрепляет, а материнское сердце благословляет. Крепко ухватись, расти и крепись, и по сроку ко мне из чрева явись. Как правда то, что солнце в небе, вода в океане, плод моего чрева крепок во мне. Дитя, живи, родись здоровым, под счастливой звездой. Да будет так, и так будет. С нами сила богинь прибудет. Их материнская длань над нашими головами заклята. Проводите. И даже не сомневайтесь, что вы выносите и родите здорового ребенка. Если у вас есть такая опасность, проводите. Если нет, не нужно. Если нет нужды, если у вас все в порядке, этого делать не надо только из-за того, что а вдруг это оберег. Нет. Есть другой оберег для беременных, можете это проводить. Здесь именно конкретно при опасности, чтобы ребенок родился. Всем удачи!